Девы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и сегодня мы с вами будем рассматривать очень интересную тему, а именно смена кармических узлов. Как вы знаете, 18 июля 2023 года у нас меняется ось с Тельца Скорпион на ось Овен Весы. Соответственно, на ближайшие 1,5 года до 11 января 2025 у нас с вами меняются кармические задачи, и мы посмотрим и проанализируем, как эта смена кармических узлов повлияет на все сферы вашей жизни. У вас, в принципе, это затронет 8 и 2 дома, дома ресурсов, денег. Ну, проанализируем, так ли это. Поэтому приступим. Но прежде хочу вам сказать, что если вы пропустили или потеряли свои недельные расклады или расклады на июль и на август, то ссылку на них я оставила в комментариях под этим видео. Смотрим, что у вас здесь в первом доме. В первом доме по рыцарю Пентаклей, по сути, у вас все стабильно, потому что вас все устраивает. Первый дом – это вопрос самооценки, самовыражения. Это то, как мы позиционируем себя в социуме, то, как нас воспринимают другие, наша модель поведения. Потому что первый дом – это точка «я», это то, что характеризует нас, наш характер. Это в первую очередь акцент на наших манерах, нашем темпераменте, наш внешний облик, конституция, восприятие себя и то, как мы себя подаем окружающим. И вот здесь рыцарь монет, хотя это и карта двора, но она показывает и вас, и структуру, стабильность. То есть вы не хотите что-то здесь менять, ситуация действительно обволакивает вас от и до, вас устраивает и внешность, и самооценка, и модель общения с социумом, и то, как вас воспринимают окружающие. Ну, в какой-то степени, наверное, можно даже сказать, вас не особо колышет чье-то мнение, потому что вы самодостаточны и уверены в себе. Поэтому и первый дом не несет каких-то кардинальных перемен или изменений. Ровно, стабильно и уверенно движетесь вперед. Ну, так, по сути, как и присуще девам. А мы с вами посмотрим второй дом. Точку возможностей. Вот то, что для вас является ключевым в рамках этих 1,5 лет. И здесь ложится аркан жрица. Не зря здесь ложится старший аркан. Будем сейчас с вами смотреть и анализировать. Что такое второй дом? Это дом, который отвечает за наше имущество, доходы, за наши виды трат, в принципе, за материальные блага, которыми мы обладаем. Но это то, что, по сути, нам достается нашим трудом, идет нам по рождению. И помимо всего прочего, это финансовые перспективы. Это и возможность выигрыша в лотерее, и в азартных играх. Это доход, бюджет, благосостояние, источники доходов, виды трат, ну и ресурсы в целом. Ресурсы — это подразумевается ваша энергетика, то, как вы позиционируете себя в социуме, на какую энергию идут к вам люди. И также, конечно же, это влияет на ваше состояние здоровья, то есть ваша ресурсность, насколько вы в себя вкладываетесь, энергию прокачиваете и себя сохраняете. Так вот, аркан жрица здесь может указывать на попытку сокрыть доходы, то есть не показывать большую часть, вывести их в тень, во что-то вложить и инвестировать, чтобы про это никто не знал. Ну, например, по жрице это может быть покупка предметов там недвижимости или авто, либо еще там на третьих лиц, то есть на ваших родственников, но не непосредственно на вас. То есть это попытки завуалировать или вывести каким-то образом эти деньги. Ну и помимо всего прочего, вот я дотягиваю, двойка — это всегда два источника доходов. И здесь, дотягивая аркан, падает аркан дурак. То есть для вас новые возможности, новые источники заработка и увеличения ваших доходов. Тем более в связке 2 старших аркана. Жрица и аркан дурак. Жрица очень часто указывает на то, что вам в плане заработка, увеличения ваших возможностей будет подсказывать ваша интуиция. То есть идеи, мысли, ощущения, восприятие. В кому-то в прямом смысле слова, извините, приснился вещий сон, или кто-то где-то услышал необходимую информацию. То есть, знаете, это как попасть на гребень волны. То есть поймать успех и, скажем так, вытягивать эту ситуацию. Да, по жрице это могут быть для многих из вас нетрадиционные источники и виды заработка. Но что я называю нетрадиционными? То есть фондовые рынки по-прежнему для нас являются не то что чем-то там незримым или непонятным. Многие на них зарабатывают, но тем не менее криптовалюта — это деньги, которые остаются в тени, которые по сути не особо кому-то видны и не особо кто-то может их контролировать. То есть вы можете уйти в эту нишу, и у тех, у кого есть свои клиники,
кто вообще каким-то образом реализован в медицине, в вопросах косметологии, там няни, сиделки, помощь, связанная там с детьми, ну именно как досмотр, массажисты. То есть все, что напрямую или косвенно с медициной, будь то даже продажа медобслуживания и эзотерикой, то вы здесь вообще действительно будете обогащаться не по дням, а по часам. Ну и, конечно же, если, как я вам сказала, у вас есть неафишируемые источники доходов крипта, то вам здесь тоже не будет равных, потому что по этому аркану этот доход будет расти, будет увеличиваться. Смотрим с вами перспективу третьего дома. Что у вас здесь? Ну, здесь девятка чаш. Карта удовольствий, роскоши, благосостояния, комфорта. Почему? Потому что девятка чаш – это вы радуетесь жизни. Это карта удовольствий, чувственных, физических, радость общения. Карта, знаете, как сладко поесть и вдоволь поспать, потому что это наполненность, то есть вас все устраивает. И вот эта карта у вас переходит в дом коммуникаций, потому что за третий дом у нас отвечает Меркурий, соответственно, это общение, это поездки на краткие расстояния, командировки, хаос, движение, подписание договоров, деловая переписка, много общения в целом, то есть новый социум, новые связи, новое окружение, курсы, мастер-классы, тренинги, вебинары, семинары, все, что вот проходит по третьему дому. Почему? Потому что у нас отвечает, помимо всего прочего, за начальное и среднее образование. Это также вопрос приобретения недвижимости, транспортного средства, и будь то у вас автомобиль, яхта, мотоцикл, или вы себе купили скутер, но по девятке чаш это быть неимоверно довольным, потому что купили то, что хотели. Это транспортное средство, которое позволяет вам быть мобильным, ни от кого не зависеть, ну и, конечно же, получать удовольствие. Ну а так, в целом, поскольку эта карта указывает на тип восприятия, на круг интересов, на взаимоотношения с родными, с соседями, с близкими, с родственниками, с братьями и сестрами, то здесь это, знаете, как душа в душу, свои в доску. У некоторых по девятке чаш это могут идти завязываться романтические взаимоотношения с кругом ваших знакомых. Ну, допустим, человека вы воспринимали там долгий период жизни как друга, между вами пробежала искра, и здесь действительно, как показывает аркан, может идти построение взаимоотношений. Смотрим, как для вас отыграется четвертый дом. Что же здесь? Двойка жезлов. Альтернатива. Выбор. Реализация. В чем? Четвертый дом у нас дом Родины. Дом семьи, родового древа, семейных кармических уз. Почему? Потому что это точка происхождения. И он у нас отвечает за наш фундамент, на который мы опираемся, благодаря которому потом далее движемся по социальной лестнице. Мы здесь находим свою, знаете, как точку опоры, которая нам позволит потом самовыразиться. То есть это то, что будет потом в дальнейшем проходить, давать отклик по 10-му дому. Ну а вообще это дом недвижимости, родины, семьи, родителей, начала жизни, то есть вашего детства, то есть семейных корней. И двойка жезлов для вас может предполагать указания, как жить на 2 дома, на 2 семьи. Ну, например, вы ездите часто в командировки, вы разрываетесь там между городами или странами. Вот двойка жезлов это как раз вот на 2 дома. У кого-то в прямом смысле слова жить на 2 семьи. Почему? Потому что есть своя семья, и, допустим, есть родители, за которыми вы вынуждены ездить, ухаживать. И вот здесь как разорвись. У кого-то может быть ситуация, сейчас я, конечно, проанализирую, посмотрю. Тройка пентаклей. Но здесь больше, знаете, это как не вторая семья, а все-таки по тройке пентаклей карьера. Разрываться между личной жизнью, семьей и карьерой. То есть, да, вот на два фронта. Допустим, особенно кто работает вахтовым методом. То есть вы уехали, там локация, поработали, вернулись. И вот так постоянно мотаться. Понятно, что не все работают вахтовым методом, но это указание на ситуацию, вы знаете, как еще для себя обозначить релокацию, где вы хотите находиться. Для кого-то это приобретение последующих видов недвижимости. То есть, допустим, у вас есть дом, вы хотите приобрести еще один или приобрести квартиру. То есть это вопросы обогащения, чтобы у вас здесь как бы была альтернатива. Может быть, проходить ситуация, что если вы на арендованном жилье, то это вопрос смены. Ну, то есть найти для себя, вот я открываю колоду, 4 жезлов, жилье более
ну, как комфортное, уютное. Да, оно может быть дороже, но здесь вот эта дороговизна, она будет оправдана, потому что вы будете получать тот заряд энергии, отдыха, улучшение самочувствия. Вы это, знаете, как ощутите всеми фибрами души. Поэтому будет действительно оправдано. В плане поиска корней, если вы восстанавливаете родовые связи или ищете вопросы, как уехать куда-то по программе репатриации, двойка жезлов – это как искать обходные пути или искать какую-то информацию из неофициальных источников, назову так. Сможете ли вы ее найти? Это маловероятно, но тем не менее, как показывают карты, по крайней мере по тузу чаш, для себя найти как ответы на многие вопросы. И вас, по сути, эта ситуация удовлетворит, успокоит. Хорошо, смотрим 5-й дом. О чем здесь будет идти речь? Что у вас проходит по 5-му дому? 8 жезлов. 5-й дом, как его называют, дом удовольствий или дом радости. Почему? Потому что сам по себе он у нас отвечает за влечение, потому что по этому дому проходит искусство, разного рода удовольствия, наши прихоти. Здесь, в принципе, проходит, знаете, как любовь, отдых, развлечения, игра, азарт, успех, слава, искусство, все, что связано с любовными увлечениями, похождениями, с эротическим планом, самовыражением, опять же, дети, вот это все по 5-му дому. О чем здесь говорит 8 жезлов? Итак, для кого-то это может быть новая вспышка страсти, то есть эмоциональная, сексуальная тяга, то есть действительно может быть такое быть, знакомство на расстоянии или в поездке. Ну давайте, чтобы не быть голословными, мы дотянем, посмотрим, так ли это и стоит ли кому-то на это надеяться. Или здесь все-таки речь будет идти о других вещах и событиях. Ну, по 9 пентаклей, 8 жезлов и 9 пентаклей это в большей степени для кого-то. Найти себе спонсора или инвестора, наверное, в большей степени это применимо к девушкам и женщинам, хотя сейчас и мужчины тоже очень любят быть на содержании, поэтому может быть такая перспектива. То есть это по страстям и по финансовой выгоде. Но основной посыл – это страсть, одержимость и увлечение каким-то новым делом, новым хобби, которое вам приносит и реализацию, и очень хороший доход. Если рассматривать с точки зрения ваших детей, то это вкладываться в ваших детей, это денежные переводы, это финансовая обеспеченность ваших детей, то есть вы будете над этим вопросом работать, то есть закрывать все их базовые потребности, даже если у вас взрослые или зрелые дети. Ну и еще 8 жезлов и 9 пентаклей – это траты на впечатления, траты на путешествия, на отдых, на релакс, на восстановление, на удовольствие. Опять же, 8 жезлов и 9 пентаклей назову так: посещение злачных мест. То есть это какой-то светский раут, это когда вы блистаете, когда вы напитываетесь этой энергией, когда вы в центре внимания и этой энергетикой заряжаетесь. Ну что ж, на самом деле не такие уж у вас здесь и плохие перспективы. Будем анализировать с вами 6-й дом. Какова здесь ситуация? Что проходит по 6-му дому? По 6-му дому у вас здесь ложится король мечей. Поскольку у нас 6-й дом, его называют точка силы. Почему? Потому что ключевыми понятиями по этому дому проходят работа, здоровье, наша рутинная какая-то ежедневная, повседневная быт, обязанности. Поэтому здесь звучит две темы, потому что именно комфортные трудовые условия, они являются залогом нашего замечательного физического, ментального, психического здоровья. То есть, по сути, как вы к себе относитесь, такой результат вы получите. О чем это говорит аркан? И этот дом. То есть, если вы перерабатываете, пробой по здоровью. Если, наоборот, ленитесь, не дорабатываете, ведете пассивный образ жизни, пробой по здоровью. То есть, здесь у вас, по сути, все должно быть в балансе. Без этого, к сожалению, никуда. Вы должны, думаю, это тоже прекрасно понимать и над этим вопросом работать. Так вот, король мечей. Конечно же, карта двора, которая указывает на человека воздушной стихии, весы, близнецы или водолей, который может повлиять на эти сферы или эти ниши. Ну а вообще это сам по себе аркан, который является сигнификатором врача, специалиста, который вам поможет пройти диагностику, подобрать грамотное лечение и решить какой-то ряд ваших вопросов. Если с точки зрения вашей работы, это проверки, это экзамены, это достойно пройти
верификацию, аккредитацию вашего профессионализма. И еще здесь может быть сама по себе ситуация несколько такого предвзятого отношения, поэтому данный аркан может показывать ваше стремление или желание обратиться к юристу, нотариусу с целью консультации, как себя не то чтобы обезопасить в рабочих вопросах, нет, но проверить, грамотно ли составлен трудовой договор, положены ли вам там все выплаты, которые там нужны, или если руководство вас там в чем-то, ну, скажем так, кинуло или обмануло на деньги, да, как восстановить справедливость и, по сути, получить себе свое обратно. Анализируем 7-й дом. Что у вас проходит по 7-му дому? Какова здесь будет ситуация? 7-й дом, двойка пентаклей. Сопоставить и сравнить, быть или не быть. Вот в чем вопрос. Этот дом у нас отвечает за вопросы партнерства. То есть партнерство личное, деловое, социальное. То есть это люди, с которыми мы выстраиваем максимально тесные и близкие отношения. Люди, которые нас ведут по жизни. И поскольку ось 1 и 7 домов, она крайне значима, потому что не зря его называют точка «ты». Это то, что зеркалит тебя. То, как ты себя проявляешь, как ты себя ведешь, вот то ты, по сути, получаешь и вовне. Ну, то есть такое взаимодействие с таковыми людьми, которые ты заслужил. 7-й дом – это все официальное. То есть официально оформленные связи, брак, трудовые контракты, вопросы венчания, партнерские соглашения, кооперация. Ну, конечно же, здесь проходит, помимо всего прочего, взаимодействие там, с врагами, с конкурентами, ну и вопросы судебных процессов тоже. Так, двойка пентаклей здесь анализирует следующую ситуацию. Сопоставить и сравнить в какой-то степени, да, быть на два фронта. И если мы с вами посмотрим, а мы здесь видели вопросы по недвижимости, по вопросам семьи, кто-то может быть жить на 2 семьи, и здесь такая ситуация, тем более у вас там, где идет социальное общение, 9 чаш. Давайте смотреть, что здесь будет проходить по факту. Видите, падает здесь аркан императора. Карта, которая указывает на ситуацию, что если вы свободны, здесь может вам идти несвободный партнер. И если вы в любовных треугольниках, ситуация не изменится, останется в принципе таковой. Если же вы в стабильных союзах, в браке, у вас может появиться новое увлечение. Это в первую очередь для девушек и женщин. Для мужчин паж пентаклей. Здесь больше идет акцент на вопросы работы и карьеры, то есть получить максимальную выгоду за счет взаимодействия, ну, как с новыми партнерами, с новыми лицами. Поэтому вот такая здесь у вас идет ситуация. Лавировать, сопоставить и сравнить, и понять, что же для вас будет максимально продуктивным, плодотворным, и взять из этого максимум. Анализируем с вами 8-й дом. Дом жизни и смерти, или называют его еще точка границ. Здесь ложится аркан дурак. Ох, вот здесь очень интересно. Сейчас сразу дополню и объясню почему. И король пентаклей. Так, объясняю и рассказываю. Итак, 8-й дом, точка жизни и смерти. Почему? Потому что отвечает за дом у нас Скорпион. Скорпион это, в принципе, у нас соотносится со знаком смерти, с арканом смерть. И это дом трансформации, дом перемен, это возрождение, как птица Феникс из пепла. Это аркан, который указывает на общие капиталы, на наследство, на страховки, завещания, на вообще чужие деньги, потому что по этому дому проходят материальные ценности и финансовые дела вашего брачного партнера или делового. Это нотариальные дела, это преобразование, это вопросы продолжительности жизни, вопросы смерти, тайны, секс, оккультные способности. Это все по 8-му дому. Если мы будем с вами анализировать, ну вот по этим картам, может идти здесь новый сексуальный партнер. Повторюсь, здесь информация в большей степени актуальна для женщин. Для мужчин, сейчас посмотрим. Ну, 9 мечей. Здесь у вас не про сексуальный контакт. У вас эта связка карт. Она больше говорит о новом бизнес-партнере, через которого вам будут приходить деньги. Для девушек и женщин это тоже справедливо. Здесь может быть финансовая помощь и поддержка со стороны вашего партнера. Ну, а в целом, если вы собирались брать кредиты, займы, рассрочки, ипотеки, это будет плодотворно, деньги вы действительно здесь получите, то есть и сможете их вложить в тот новый проект, который намеревались.
Может быть, по этим картам, как заранее готовить и писать дарственно на ваших детей или внуков, или составлять вопросы завещания. Опять же, у кого-то обновить страховку, потому что дурак и король пентаклей – это вложиться финансово, это застраховать себя. С точки зрения состояния здоровья, это вопросы омоложения, это вопросы восстановления, регенерации клеток. Ну, в прямом смысле слова, у кого-то может начаться новая жизнь. Объясню почему. Здесь не проходят вопросы клинической смерти, не подумайте. Дурак и король пентаклей – это, когда, допустим, вы сделали пластическую операцию или что-то кардинальным образом поменяли. То есть получается облегчение, омоложение. Вот знаете, как заново родился. Вот это все проходит по этому дому. И это действительно для вас тоже будет идти со знаком плюс. С точки зрения вопроса смерти, повторюсь, здесь я такового не вижу. Если рассматривать вопросы оккультных способностей, это может быть увлечение какими-то ментальными вещами, которые могут повлиять на вопросы увеличения дохода. Вопрос гипноза, гипнотерапии, вопросы регрессинга. То есть это эзотерические навыки, которые позволят вам зарабатывать больше. Смотрим теперь и анализируем с вами 9-й дом. Ну, кстати, посмотрите, еще раз отвлекусь, ось 2-8 домов. Видите, старшие арканы. То есть насколько вот четко все совпадает, падает. И этот аркан еще, помните, у нас падал как дуб. Кажется, с песни слов не выкинешь. Даже если ты захотел бы переложить карты, если суждено, они ложатся так, как необходимо. Итак, что у вас здесь по 9-му дому? 9-й дом. Паж мечей. Карта аналитики, карта сбора информации, обработки. Почему? Потому что для себя здесь сопоставить, сравнить, решить, сделать выводы и как следствие принять какие-то значимые решения. Поскольку у нас 9-й дом – это точка духа, это рост нашего духовного, личностного, ментального нашего «я». Почему? Потому что это дом интеллектуальной жизни, религии, путешествий, особенно дальних, то есть эмиграция, переезд, смена места жительства или очень дальние путешествия. Потому что 9-й дом соответствует созвездию Стрельца, и его сохозяин у нас, как мы знаем, Юпитер. И основные характеристики этого дома – это изменение вашего мировоззрения, это смена философских убеждений, для кого-то глубокое погружение в изучение веры, религии, или, может быть, смена религии, потому что, как вариант, вы для себя проанализировали и можете принять решение, быть атеистом или уйти в другую веру. То есть смена фокуса, новый подход к жизни, новая точка зрения. И в целом это, конечно же, дом высшего образования. Потому что если вы понимаете, что вам для роста профессионального, для увеличения дохода, для вашей реализации нужно доп. Обучение, то здесь нет смысла раздумывать, здесь нужно идти. Идти, обучаться и получать эти новые знания. Опять же, это дом судебных дел. Здесь в этом случае как заниматься подбором грамотного адвоката, человека, который будет представлять ваши интересы. Здесь процессы для вас могут быть затянуты во времени, но оно того стоит. И в целом это акцент на изучение, работу, взаимодействие с общественными институтами органов власти, то есть решение каких-то бюрократических моментов. То есть, знаете, на каждую бумажку нужна промокашка. То есть какие-то документы восстановить, какие-то обновить, какие-то в необходимые сроки сдать. То есть будет очень-очень много бумажной волокиты, переписок, встреч по оформлению чего-то. То есть для кого-то получение лицензии, для кого-то паспорта, для кого-то вида на жительство. Это займет много времени и сил, поэтому будьте к этому готовы. Анализируем с вами, каковы перспективы у вас будут идти по 10-му дому. Что здесь? Что здесь? Паж чаш. Пошли одни пажи. Итак, 10-й дом – это у нас точка цели, точка реализации или дом реализации цели, плана, мечты, осуществления желания, достижения какого-то пункта назначения, к которому вы очень стремились. Почему? Потому что 10-й дом у нас отвечает за ваш профессиональный и социальный успех, за карьерный рост, за изменение социального статуса. Он, в принципе, является одним из самых важных домов гороскопа. Почему? Потому что здесь он символизирует наши устремления и карьерные амбиции. То есть без них мы ничего не можем добиться в социуме. И этот дом всегда отвечает за наш жизненный уровень.
То есть это максимум, которого мы можем достичь в профессии и жизни. И характеристика этого дома – это у нас всегда карьера, род занятий, наши профессиональные достижения, успех, социальный статус, репутация, награды. И здесь для кого-то как смена тенденции, сейчас объясню. То есть может здесь изменение фамилии, взять новое имя, для кого-то развестись или выйти замуж, хотя паш чаш не показывает здесь на изменение статуса в плане брачных перспектив. Здесь может идти вопрос деторождения или взятие на себя опекунства, то есть взять под крыло, ну, например, там, не дай бог, рассказывать ситуацию кверентки, у нее умерла сестра, она вынуждена была усыновить своих племянников, племянниц, то вот по пажу чаш это, знаете, как оказание таковой помощи и поддержки. Ну вот я раскрываю здесь расклад, вот дотягиваю карту, падает аркан влюбленные. То есть у некоторых это продолжение рода, то есть появление детей, стать матерью, отцом, стать бабушками, дедушками. Для кого-то по этим картам это стать опекуном, то есть нести ответственность. Ну и в целом паж чаш это довольство. Почему? Потому что это поддержка вашего окружения, которая вам позволит достигать профессионального успеха и признания. Потому что по пажу чаш это заниматься любимым делом, это погружаться в свое дело, то есть кайфовать от того, что вы делаете, эмоционально наполняться. Смотрим 11-й дом, или как его еще называют, дом социальности. У вас здесь ложится королева мечей. Карта, которая, безусловно, может показывать и говорить о влиянии на этот дом женщины воздушной стихии, весы, близнецы или весы. Ну а в целом это карта, которая показывает на расчет, на аналитику, на стратегический подход. Относительно чего? Поскольку у нас 11-й дом – это социальное общение, социальные связи, это наши покровители, меценаты, спонсоры, наши единомышленники, целевая аудитория, наши клиенты, поддержка друзей, помощь там защитников, советников. Здесь, в принципе, покровители, реформы, благодаря которым в вашей жизни что-то меняется. Ну и вопросы благотворительности. Так вот, по королеве мечей это на официальном уровне запрашивать помощь о поддержке, о финансировании, о меценатстве. Плюс вы можете открывать какие-то официальные благотворительные фонды, заниматься подобного рода вещами. Еще королева мечей – это анализировать вашу деятельность, то есть какой-то срез, допустим, анонимный опрос там, вашей целевой аудитории или ваших заказчиков, ваших клиентов или ваших партнеров, то есть чтобы понять, в чем, скажем так, ваши пробелы, проблемы, где есть косяки и как их устранить. То есть над этими вопросами вы будете работать. Анализируем 12-й дом. Какова здесь ситуация по 12-му дому? 12-й дом, семерка чаш. Убеждения, мечты, трудный выбор, попытки реализации задуманного. Ну вот я посмотрю дно колоды, у вас дно колоды здесь ложится десятка пентаклей. Для большинства это будет касаться вопросов личной жизни и вопросов обогащения. Вот это те темы, которые вас будут волновать. И также смотрим, о чем нам говорит 12-й дом. Как его часто называют? Дом одиночества, изоляции или дом интровертов. Почему? Потому что по факту он у нас отвечает за монастыри, за больницы. Это могут быть санатории, дома отдыха, спа-центры. Это ретриты, это в первую очередь, в принципе, могут быть и тюрьмы, то есть работа, да, там в тюрьмах или в таких заведениях. Это могут быть психиатрические клиники, то есть там, где есть ограничения. Помимо всего прочего, это закрытые какие-то дома, и имеется в виду закрытые организации, там секретные какие-то лаборатории, потому что у каждого своя деятельность, и каждый из нас может быть абсолютно в разных нишах. Если так обобщить, то есть дом тайны, глубинной памяти, уединения, ограничения свободы, это больницы, приюты, тюрьмы, это тайные связи, тайные враги, это оккультные знания, это вопросы кармы и скрытых болезней.
Вот видите, как много в себя включает 12-й дом. Поэтому, когда читаю комментарии под видео некоторых там астрологов, и все говорят, ой, намолола какой-то чуши, и это может быть то. Так, люди, поймите, каждый из домов, он включает в себя очень-очень широкий спектр происходящих событий. И задача астролога или таролога вам эту информацию донести, потому что да, действительно, может быть это, может быть то. Единственный плюс в том, что как бы карты Таро сужают этот поиск и для вас говорят более точечно, то есть нет такого большого разбега. Итак, о чем здесь говорит семерка чаш? Семерка чаш — это реализация мечты, это новые возможности. А именно, то есть если вы собираетесь отправиться в паломничество, на ретриты, побывать на каких-то островах, где вы хотели давно быть, знаете, как с картинки журнала, то есть это осуществление мечты. И как ни странно, по этому дому, поскольку семерка чаш — это у нас еще карта дурмана, если у кого-то есть алкогольная, наркотическая зависимость, это находиться в рехабах, добровольно-принудительное лечение. Ну, по-другому здесь не назовешь. Потому что избавиться от этого состояния иллюзий и оморочки. Понимаю, как бы ситуация не из простых, но факт остается фактом. И еще, видите, девятка мечей дотягиваю для вас. У кого-то это проработка страхов, панических атак и ситуации, когда человек от чего-то зависим очень сильно. Но в этом случае это будет идти за счет гипноза, то есть работы с вашим бессознательным. В плане оккультизма это, знаете, копать во всех направлениях. То есть и это изучили кусочек, и это, и от того. Потому что для себя это попытки собрать какой-то пазл, ответить на свои вопросы. Может, вы себя будете пробовать в разных нишах, в разных направлениях для того, чтобы понять, что же вам является более близким и в какой нише вам нужно раскрыть себя и реализовать свой потенциал. Смотрим рекомендацию от карт для вас на этот полуторагодовалый цикл. Что будет здесь? Колесница. Ну, что могу сказать? Прорыв, активность, движение вперед, новые возможности. И если мы посмотрим, очень много хаоса, переезда. Нельзя здесь у вас жить на 2 дома, на 2 семьи. Знаете, переезжать, мотаться, быть в движении. Опять же, для кого-то, как я вам говорила, может быть исполнение мечты, то есть покупка транспортного средства, о котором вы мечтали. В любом случае, арканы говорят, что пора действовать, брать вожжи в свои руки, управлять своей жизнью. У вас в любом случае все получится, но, как и положено делом, представителям земной стихии нужно будет здесь попотеть, потому что без вашего ведома ситуация не сдвинется с мертвой точки. Поэтому я вам желаю этой активности, пусть в вашей жизни все получается, пусть к вам идет реализация, новые возможности. Ну а вы, пожалуйста, по прошествии периода или во время периода давайте знать, как для вас отыгрывается эта информация, этот гороскоп. Я всегда признательна вам за ваши комментарии, ваши лайки, ваши донаты. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь, и вы обязательно будете в курсе всех последних видео. Я вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.